Почему-то мне запомнились русские девчонки-блогеры, которые приехали на неделю моды, наряженные, накрашенные, по-прежнему позировали фотографам. Много вы плакали в эти месяцы? В первый же день все испугались, бросили котов в Москве и уехали в Армению. Там прожигают мамины деньги, оттуда каются. Вас просто не подготовили, вам просто не объяснили. Аппарат Светланы Медведевой очень вежливо ответил, что ВОК не аудитория Светланы, наша аудитория «Российская газета». Но для меня было самое главное, что знает ли про это интервью муж. А было ощущение, что все абсолютно бессмысленно? Я работала хроникером эпохи. Это моя страна, мне бы очень не хотелось ее сдавать. Ксения, мы находимся в месте, которое еще несколько лет назад олицетворяло шик, блеск, красоту, люкс и, в общем, такую безмятежность Москвы. Я бы сказала, оно олицетворяло еще несколько месяцев назад. Я сказала несколько лет, да, потому что всем известны эти кадры по чемпионату мира. Чемпионат мира, скорее, Камергерский переулок, да. Он от этого выиграл, потому что я до сих пор помню этих людей в сомбреро, которые под балконом моей одной подруги в Камергерском пели песни. Это было необыкновенно. Для меня было очень яркое впечатление, потому что тогда было понятно, как Москву любят. Все они перетекали на Никольскую из Камергерского. Но это была чуть-чуть другая публика, не та, которая обычно ходит по Столешникову переулку. Здесь ходили те, кому положено было здесь ходить. Вся модная индустрия, потому что все модные марки здесь имеют свои форпосты. И здесь много офисов модных марок, и много агентств пиар, и шоурумов. От очень больших до таких маленьких и бутиковых. Я по этому переулку ходила на работу. Вот это, собственно, студия. И вы должны выбрать цвет, на фоне которого мы с вами будем говорить. В прошлой жизни это был бы черный цвет фэшн-индустрии. Вот сейчас, конечно, белый цвет надежды. Да. Надежды. Хорошо, пойдемте. Мы должны были с вами встречаться в марте, в самом начале, и это должно было быть ваше первое интервью в качестве главного редактора Vogue. В итоге мы встречаемся в мае, и это ваше первое интервью в качестве не редактора Vogue. Как вы вообще? Знаете, отсутствие привычной должности, визитки, мне кажется, оно больше приводит в дискомфорт людей, которые со мной встречаются. 2 раза я поймала своих приятелей, которые меня представляли кому-то, увидела их недоумение, что-то надо про меня сказать, и вроде бы это главный редактор, не главный, и как-то им не хочется отнимать у меня это звание, которое вовсе не было пожизненным. 24 февраля 2022 года – это не только день, который отменил наше с вами интервью, это день, который перевернул вообще всю жизнь. То есть я никогда не думала, что я доживу до войны. Где вы были в этот момент, и что с вами внутренне, не как с главредом, да, а как с человеком, мамой, происходило дальше? Наше с вами интервью было запланировано между неделями моды в Милане и Париже. И 24 числа я была в Милане, я прилетела туда накануне, 23-го. Почти плакала, когда попала на первое шоу, по-моему, это было Фенди, потому что 2 года назад, улетая с последней недели моды уже во время пандемии, я была уверена, что этого больше не будет в моей жизни. Уже это было в воздухе, что-то такое витало, что уже было понятно, что мир будет жить по каким-то совершенно другим правилам. И я вернулась в Милан, и показы идут, и я сижу вместе с другими главными редакторами Vogue. Это какое число? Это 23-е. 23-е. Наверное, в 5 утра я сплю в номере отеля «Принчипы». Такой уважаемый миланский модный отель, где положено останавливаться главным редактором Vogue. И мне позвонил мой бойфренд. Я думаю, зачем же он мне звонит? Я так плохо спала накануне, собирала вещи. Думаю, зачем же сейчас меня беспокоить? И он мне рассказал, что происходит. Я, конечно, уже не смогла спать. И первое, что я сделала, позвонила в офис. Нам надо было решать, как вести сейчас вещание на сайте, в соцсетях. Надо было делать какой-то стейтмент. Мы опубликовали такую легендарную обложку Vogue 45-го года с голубым мирным небом. Никакого иного вещания в этот день, по-моему, и несколько последующих дней мы тоже не вели. Я пошла на первый утренний показ
Почему-то мне запомнились русские девчонки-блогеры, которые приехали на неделю моды по контрактным обязательствам, приехали работать, и вот они наряженные, накрашенные, по-прежнему позировали фотографам. Вот им потом за это здорово досталось в соцсетях. И после этого показа мы с моими коллегами, с Арианой Романовским из Татлера и Дашей Велидеевой из Базара, мы нашли какое-то первое попавшееся кафе, и мы 1,5 часа сидели вот в ужасе, глядя друг на друга. Уже было понятно, что вот теперь уже точно прежней жизни не будет. И мы звонили Филиппу Власову, главному редактору украинского «Волга», спрашивали, как у него дела. И вообще, как-то горевали. По-моему, я даже заплакала, и меня обнимали. И вообще мы были такими монархами в изгнании. Вот так довольно странное чувство. Вот я все-таки доходила на той неделе моды. Я сделала все то, для чего я приехала, естественно, без всяких фотографий, без какой-либо публичности. Тихонечко просто продолжала ходить на показы. Надо сказать, что мода довольно медленно реагировала на то, что происходит. Я так вот думала, идя на Праду, что сейчас сделает такая очень есть известная украинская модель Кристи Пономарь. Классная девчонка, ведет ТикТок. Но думаю, сейчас что-нибудь на подиуме будет. Но нет, она прошла в положенном ей луке и на бэкстейдже только что-то записала для своих соцсетей. Были уже какие-то отдельные демонстрации. Была демонстрация на Дуомо, была демонстрация после показа Версаче. Но все-таки я досидела на положенном мне этом первом ряду. А было ощущение, что все абсолютно бессмысленно? Безусловно, никаких эмоций, которые были раньше, это уже не принесло. Скорее, это человек приехал в командировку, должен уже делать то, что должен. Мотивация брендов, которые ушли из России, какая? Давайте модальность глагола определим, пока бренды не ушли из России. Это очень важно. А что они сделали? Бренды приостановили свою деятельность. Это все-таки достаточно кардинальное изменение. Значит, бренды затихли. Они дисциплинированно платят зарплату своим сотрудникам. Кто-то собирается ее платить до конца сентября. Кто-то уже объявил, что платит до декабря. У кого-то из брендов сотрудники работают не только в России, но и занимаются другими рынками, даже самыми неожиданными. Украиной, Польшей, Казахстаном, Азербайджаном, поэтому какая-то деятельность у них есть. Конечно, никому не хочется покидать этот рынок, который они выстраивали много лет. У них, во-первых, здесь есть сток, то есть у них есть довольно большое количество товара непроданного, который им уже никуда не вывести, его надо продавать, как минимум. У них здесь много проинвестировано в магазины, у кого-то магазины в собственности, и даже если они не в собственности, это просто колоссальные деньги. Конечно, им неохота уступать свое место параллельным импортерам и тем людям, которые будут их возить как-то уже не подчиняясь таким цивилизованным правилам. Но почему они все-таки принимают решение уйти? То есть оказывается, что вот есть какие-то коммерческие выгоды, есть человеческие отношения, еще что-то, но все равно есть очень важная штука, что мы не можем находиться в стране, которая ведет войну. Наверное, так это звучит? Да, естественно. Это колоссальное давление, вплоть до того, что ты остаешься в России, твои акции падают и страдает просто весь бизнес. Дальше мы задаем себе вопрос, каков объем российского бизнеса, он оценивается от 1 до 5% в разных брендах. Но при таком давлении ты не можешь остаться. То есть вопрос этический оказывается важнее, чем вопрос бизнеса, да? Вопрос бизнеса... Этический первое место. И второй вопрос бизнеса, потому что, вы знаете, был принят санкционный пакет, 4-й санкционный пакет европейских санкций, который ставил лимиты на то, что можно ввозить в Россию. И из Европы можно ввозить товары не дороже 300 евро в закупке. Это очень мало. Для тех брендов, которые здесь представлены, это, наверное, стоимость визитницы или кошелька. Это то, что не может позволить им вести свой бизнес. Даже если бы они решили, что, окей, мы ввозим футболки, шорты и не ввозим наши крокодиловые сумки, это не то, что позволяет им жить так, как они привыкли жить. Этот санкционный пакет принят пока что до 15 сентября. Есть робкая надежда, что его могут не продлить. Понятно, что его могут не продлить только в том случае, если будет подписано какое-то мирное соглашение. В идеале санкции должны повлиять на следующее. Аудитория этих люксовых брендов должна почувствовать, что мир изменился, что все не так, как прежде. Аудитория
этих люксовых брендов, в общем, она сопоставима и с аудиторией журнала «Татлер», и с аудиторией журнала «Vogue». Как вам кажется, эта аудитория чувствует? Мне хочется все-таки думать, что люди как-то размышляют и делают какие-то выводы, не исходя из того, что они больше не могут пойти в Столешников и что-то купить. Я надеюсь на то, что люди чуть шире смотрят на эту проблему. Программистка из США Джой Буаламвини предпочитает называть себя поэтессой кода. Дело в том, что она пишет не только код, но и стихи о цифровой несправедливости. Пока Джой была студенткой и аспиранткой, она не раз сталкивалась с тем, что даже самые передовые технологии распознавания лиц не узнают ее собственное лицо. Дело в том, что Буаламвини афроамериканка, а большинство таких программ настроено распознавать по умолчанию только белые лица. И алгоритм порой не может определить по фотографии даже таких знаменитостей, как Мишель Обама, Опра Уинфри, Серена Уильямс и даже моя любимая Вупи Голдберг. Дело в том, что большинство технических специалистов в крупных IT-компаниях белые мужчины. И новые системы распознавания лиц в первую очередь тестируют на людях, которые на них похожи. Это кажется вполне безобидным до тех пор, пока алгоритмы не начинают реально работать во вред. Например, программа по выявлению меланомы не видит опухоль на темнокожем лице, а другая программа выделяет темнокожих заключенных как более склонных к рецидиву. Буаламвини начала бороться с этой, как она ее называла, алгоритмической предвзятостью. Сперва она сама связывалась с крупными технологическими компаниями, а потом уже и ей стали писать разработчики и пользователи. Ее исследования и выступления уже изменили принципы работы искусственного интеллекта в таких техногигантах, как Microsoft, IBM и Amazon. Избежать таких пробелов в алгоритмах помогает только всестороннее тестирование, учитывающее массу деталей, а специалисты, которые этим занимаются, востребованы во всех сферах. Узнать об этой профессии больше можно на интенсиве образовательной платформы «Нитология. Тестировщик». Начните карьеру в IT. Кстати, абсолютно бесплатно. Тестировщик – это как раз тот человек, который отлавливает дефекты в программах, сайтах и мобильных приложениях, чтобы с ними не столкнулся пользователь. Огромный плюс в этой профессии в том, что ее можно освоить буквально с нуля, без технического образования и опыта работы в IT. На курсе объяснят, как выглядит работа тестировщика изнутри, помогут понять, какие навыки, необходимые для этой профессии, у вас уже есть, а какими предстоит овладеть, а еще подскажут, как найти работу начинающему специалисту. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на бесплатный онлайн-интенсив в Нитологии «Тестировщик». Начните карьеру в IT. А по промокоду «Скажи Гордеевой» получаем скидку в 45% на все платные курсы в Нитологии. Вы много лет, то есть с какого 2007 года вы работали в Татлере, с 2010 года вы были главредом Татлера. Все так. Да, а потом, значит, с 2021 года главредом Vogue. Получается, что отчасти вы выращивали ту элиту, которая сформировалась вокруг этих двух журналов и которая в России считалась светским обществом. Я поясню, почему я говорю «считалась», потому что, допустим, о ком пишет Татлер в Англии? Он пишет там о аристократии, которая там так-сяк живет. Поскольку в России у нас был большой перерыв с аристократией, то новые люди с деньгами стали считаться аристократией. Я правильно формулирую? Вы меня сейчас не поправите? За тем исключением, что британский Татлер тоже не обязательно пишет о людях с двойными фамилиями, потому что он с таким же успехом может писать о нигерийских деньгах, о греческих магнатах, осевших в Лондоне, о русских деньгах. Vogue писал британский, такую очень прогремевшую в свое время статью под названием «Лондонград». Вот, то есть не нужно думать об английских старых деньгах как о чем-то монолитном, что уже не подвержено влиянию. Конечно, элиты, они все-таки сейчас все так быстро меняется, они тоже как-то видоизменяются. Вот. Но глобально, естественно, в России старых денег не было, и поэтому... И старой аристократии тоже. Этих героев пришлось придумывать, выращивать. В этом смысле, да. Как эти элиты отреагировали на
то, что случилось в феврале 2022 года. У меня есть ощущение, что привычка к комфорту и радость от него, и радость того, что ты деньгами можешь защититься примерно от всех бедствий на свете, она сыграла очень злую шутку. Давайте все-таки признаемся, что такого доступа к людям, возможно, из санкционного списка, все-таки я с ними не разговаривала. Как? У вас очень много в Татлере было таких героев. По крайней мере, давайте так, я не Олег Тиньков, чтобы сейчас вам пересказывать наши с ними разговоры. Да, Ладно. Что я заметила, что для многих таких влиятельных мужчин на первый план просто вышли интересы и необходимость спасения своего бизнеса. И когда у тебя, не знаю, по всей стране заводы, на них работает 70 тысяч человек, то у тебя уже включается другая мотивация. Поэтому я не ожидала от них какой-то исповеди перед собой. Я вижу, что они пытаются сейчас наладить те самые рассыпавшиеся цепочки поставщиков, выстроить заново. Людей, переобувшихся, но я их особенно так не наблюдаю. Я не знаю. Например, Яна Рудковская, которая прежде очень дружила с брендом «Шанель». Теперь очень с ним не дружит. Не совсем. Я наблюдаю за всеми публичными высказываниями Яны. В какой-то момент она действительно подхватила эту волну. До порезов не дошлось, хотя у Яны есть чего резать действительно. И это сумки, купленные не на рынке Садовод. Но все-таки в какой-то момент она написала очень симпатичный пост про то, что Шанель еще обязательно выпустит коллекцию, посвященную русским женщинам, отпразднует как следует Россию, когда-то придет на наш рынок, и кто, как не русские женщины, умеют прощать. Я вспомнила, конечно, ту самую коллекцию «Шанель» 2009 года. Была такая легендарная коллекция «Пари Муску», и был показ на сцене Малого театра, и Карл Лагерфельд сидел на сцене Малого театра, я брала у него там интервью. Поэтому разные есть позиции. Я общаюсь и с большим количеством людей, которые никуда не переобулась и в шоке. Одна моя девушка, знакомая, очень симпатично сказала, что, слушай, мы пассажиры этого самолета. Самолет куда-то летит. Кабина пилота у нас закрыта. Мы не можем туда никак пробраться. Наблюдаем. Смотрите, одно дело, когда о беспомощности и о невозможности повлиять на решение говорят учителя, врачи, не знаю, пассажиры троллейбуса. А другое дело, когда о невозможности повлиять на решение говорят люди, которые влияют на принятие решений. И эти люди вместо того, чтобы влиять на первопричину, они сидят и разгребают последствия. Мне кажется, что все-таки копаться в мотивировке элит, почему они боятся, способны ли они консолидироваться, насколько у них атрофирована или не атрофирована ответственность, политическая воля, ответственность. Мне бы, наверное, не хотелось бы. В любом случае, эти места не могут пустовать вечность. Русские модельеры, они растут, но мне кажется, что все еще нет того объема производства, который способен по-настоящему импортозаместить. Приехать в Столешников переулок. Да. Что будет, во что будут одеваться москвичи, в том числе и москвичи, которые привыкли дорого одеваться? Смотрите, есть, конечно, большое искушение сказать, что теперь, наконец-то, место свободное, и все они приедут сюда, в эти особняки, я думаю, аренда которых, вы понимаете, сколько стоит, и для того, чтобы это все себе позволить, это должен быть очень большой бизнес. Конечно, российского бизнеса такого масштаба его не существует в природе. Я несколько дней назад разговаривала с Иваном Хохловым, это создатель марки 12 Stories. И он мне сказал такую вещь, он говорит, ты понимаешь, я чувствовал себя раньше участником какого-то чемпионата мира, я была совершенно глобальным игроком. А вот сейчас внезапно что-то случилось, и меня отбросило на сельские соревнования. Потому что, конечно, для того, чтобы добиваться, для того, чтобы строить конкурентный бизнес, нужно все-таки быть в соревновании, в конкуренции. Что такое вообще российская легкая промышленность? Да? У нас все сырье и вся фурнитура – это все не наше. Это надо очень хорошо себе отдавать в этом отчет. То есть у нас могут шить хорошее постельное белье, у нас могут шить спецодежду, форму.
из российского сырья, потому что если у тебя есть большие государственные заказы, ты можешь обеспечить вот этот объем, то для тебя, конечно, произведут и большое количество ткани. Когда бизнес маленький, вот когда нет спроса большого на ткани, никто не будет развивать вот эти текстильные производства. Модный рынок – это рынок с очень высокой степенью специализации. Что это такое? Это значит, что чтобы хорошо произвести ткань, какую-то красивую, чтобы она была классного качества, чтобы в нее был смысл проинвестировать в оборудование, нужно произвести, там, не знаю, 1 000 000 метров в год. Такая марка, как 12 Stories, может потреблять, например, 50 000 метров. Соответственно, для того, чтобы выгодно было вот эти ткани производить, нужно, чтобы таких 12 Stories было еще 20-30, понимаете? И так вот для любой пуговицы. То есть это невыгодно делать на маленькие объемы. Значит ли это, что до сих пор русские дизайнеры, русские марки, это были ужасно забавные, небольшие, местами классные предприятия, но скорее для удивления и радости, что вот мы тоже можем шить одежду? Я не могу сказать, что мы не то чтобы удивлялись, а мы все-таки ее с удовольствием покупали. Это не игрушка, это марки, которые развивались от очень маленьких до там, каких-то довольно больших, которые покупают магазины в Японии, в Корее, во Франции. 12 Stories тот же самый должен был открываться сейчас в Лондоне. Думаю, что в ближайшее время не откроется. Но все равно это был бизнес очень во многом заточенный, вписанный в мировой контекст. То есть он мог существовать, все русские марки, они могли существовать, потому что прекрасный, качественный трикотаж заказывался на фабрике в Португалии. Очень важно, какими инструментами ты будешь свою марку раскручивать. Был Инстаграм, крайне дешевый инструмент. То есть меня поражают наши законотворцы, которые до сих пор считают эту экстремистскую сеть площадкой для того, чтобы девушки красиво показали себя в купальнике. Вот. Но для бизнеса, для модного бизнеса, для людей, которые пекут торты, для людей, которые, не знаю, занимаются локальным туризмом, это был просто мощнейший инструмент продвижения, и, конечно, его сейчас ничто не может заменить. В перспективе, если все так будет, как сейчас, как вы себе представляете? Я все время почему-то думаю, что мы вернемся в ситуацию, когда у тебя есть джинсы на выход. Я не думаю, что мы вернемся к той ситуации. Я скорее говорю о моде как о бизнесе, понимаете? Не о том, что нам будет нечего носить, а о том, что все-таки это была какая-то большая индустрия, в которой работало много симпатичных творческих людей, которая росла, которая как-то действительно развивалась, шла в регионы и повышала общий уровень как-то того, как мы выглядели, понимаете? Благодаря тому, что все эти недорогие ритейлеры западные сюда пришли, у нас в целом проблемы выглядеть недорого и хорошо ее уже не стояло. Вот поэтому я говорю скорее о том, для чего нужно было все вот то, что было так старательно выстроено, так ли нужно это все разрушить, чтобы потом начать шить из несуществующих тканей что-то свое. То, что на тебе надето, может быть высказыванием? Безусловно. Это и есть высказывание. Что вы хотите сказать мне? Я хочу сказать, во-первых, что русские дизайнеры, костюм Александра Терехова, умеют шить классные вещи, что у них большое будущее, но они хотят быть частью мирового контекста, и ничего нет плохого в том, что ткани они будут покупать где-нибудь в Португалии, шить это все на итальянских... Может, ивановский трикотаж тоже возьмет себя в руки? Что же он не брал все эти годы? Вы сейчас мне, как Валентина Матвиенко, мироздание спрашиваете. Вот, поэтому я люблю и верю в русскую моду, в связке с открытостью границ, в связке с лучшим опытом зарубежным. «Черная женщина с пионами» и «Молодая женщина с пионами» – одни из последних картин Фредерико Базиля, художника, который стоял у истоков импрессионизма, но, увы, так и не дожил до его настоящего рассвета. За несколько месяцев до смерти он написал 2 почти одинаковых портрета. На одном женщина смотрит на цветы, на другом прямо в глаза зрителю. Картины получились очень прогрессивными и даже в чем-то опережающими свое время. Во-первых, вопреки европейской традиции того времени, главная героиня здесь не служанка.
не рабыня и не какая-то экзотическая туземка. Она обычная парижанка, цветочница за работой. Во-вторых, из-за аллюзии это сознательная отсылка к скандальной Олимпии Эдуарда Мане, где темнокожая служанка держит букет роскошных пионов для своей хозяйки-куртизанки. Ну и в-третьих, из-за цветов в центре композиции. В Париже того времени царила настоящая пиономания. Пионы, которые завезли во Францию из Китая в начале 19 века, к концу века стали там самыми модными, популярными и дорогими цветами. Французы наперебой выводили новые цвета и сорта пионов, создавали на их выращивании целые семейные предприятия, ну и, как видите, посвящали им картины. Начало июня – время цветения первых пионов. По этому поводу во Флау-Вау началась пиономания. А это значит, что каждый может порадовать своих родных и близких букетом свежих пионов. Мы уже много раз рассказывали про Флау-Вау, но на всякий случай напомню. Это такой маркетплейс, где можно заказать букеты, десерты, косметику и еще много самых разных подарков. Работает сервис в 1000 городах по всему миру. Оформить заказ можно через приложение. Доставляют быстро, иногда вообще за 15 минут. А перед отправкой присылают фото подарка на согласование. Я уже пользовалась Флау-Вау, когда отправляла подарки своим любимым подругам. А сегодня хочу отправить букет пионов Маше, нашему редактору, продюсеру и вообще самому незаменимому человеку, скажи Гордеевой. Кстати, если вы оплачиваете цветы при помощи Яндекс.Пэй, то прямо сейчас и до середины июня на них действует кэшбэк 5%. А на все остальные категории 7%. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение Флау-Вау и радуем своих близких. А по промокоду Катерина10 получаем скидку 10% на все подарки до конца июля. В последние несколько лет, как это ни удивительно, глянец стал тем самым окном свободы, в которое могло прорваться все то, что не прорывалось уже ни в какую прессу. А глянец вдруг внезапно стал именно оплотом оппозиционности. А почему? Да, я много про это думала. Мы на самом деле были то ли такими очень маленькими, и с нами неинтересно было как-то разбираться, то ли мы были действительно малозначительными, но мне же никогда за эти годы никто не звонил, понимаете, ни разу. То есть даже когда интервью с бывшей женой Песковой вы опубликовали? Да, потому что Дмитрий Сергеевич, он его прочитал, я это знаю точно. Он внес 1,5 крайне незначительных правки. И мне кажется, он даже не ощущал себя вправе позвонить, сказать, что этого материала не должно быть, что издательского дома «Конде-Наст» больше не будет в России. Была такая смешная история. ВОК когда-то написал заявку на интервью Светлане Медведевой, видимо, на волнах успеха обложек с Мишель Обамой. Мишель Обама была трижды на обложке ВОГов. Елена Зеленская была на обложке ВОГ, видимо, позже, это чем уже позже, Светлане Медведевой писали. Да, и аппарат Светланы Медведевой очень вежливо ответил, что ВОГ не аудитория Светланы, наша аудитория российская газета на полном серьезе. Поэтому действительно в какой-то момент, когда в газетах уже началось волнение, брожение, когда даже из отделов культуры стали уходить приличные люди, не потому что их зажимали, не потому что их заставляли писать про что-то, что им не хочется, а просто они не хотели иметь дело с изданиями, на первых полосах которых что-то выходило им несозвучное. И в этом смысле глянец был таким относительно безопасным местом, потому что от него и не ждали никаких революционных выступлений. Да, и к нему не было совершенно приковано внимание властей, и, в принципе, там можно было как-то относительно безопасно существовать. То есть у вас коридора возможностей не было, у вас не было цензуры? Понимаете, это скорее была самоцензура. То есть все-таки наша миссия не в том, чтобы, не знаю, бороться за права, за свободу. Мы все-таки эскапизм, мы мечта, мы надежда. И важная социальная проблематика, это появилось как-то уже в последние несколько лет. Все равно были некоторые, я не знаю, хотите назвать это красными линиями или какая-то двойная сплошная, которой ты мысленно все-таки не давал себе возможности перейти, потому что все-таки это зарубежные бренды, присутствующие в России, и поэтому
Да, скорее самоцензура. Но, тем не менее, вы себе еще в Татлере позволяли совершенно невероятное интервью, которое с антропологической точки зрения рассказывают об элитах, в моем понимании, этих элит, то есть о людях с деньгами и с возможностью влиять на решения. Гораздо больше, чем любые социологические исследования, любые расследования любых журналистов независимых изданий. Возьмем, например, ваше интервью с госпожой Васильевой, где вы не журналисты, там, не знаю, «Медузы», не журналисты «Инсайдера», и даже не журналисты «Коммерсанта», а именно вы. Вы оказываетесь у нее дома. Снимаем ее в каких-то мехах. Снимаете ее в мехах, она в электронном браслете, и она вам вдруг выкладывает вообще все как есть. Что-то типа «я не думала, я любила». Да. Что это вообще такое? Почему вам было можно? Я сама задаю себе очень часто этот вопрос, и причем начинаю задавать его себе только сейчас, потому что все эти годы, поверьте, мы работали без оглядки на кого-то. Мне было интересно поговорить с ней или поговорить с Екатериной Песковой, с Кариной Ротенберг. Я звонила, мы как-то обсуждали периметр. Вы сидите в кабинете, или там в open space, неважно, и вам приходит мысль поговорить с Кариной Ротенберг. Абсолютно. Где вы берете ее телефон? Это гораздо меньше, чем 6 рукопожатий. То есть это какие-то 1,5 звонка мне нужно сделать, потому что ты понимаешь, с кем она общается, и это не так сложно. Так, хорошо. А дальше идут какие-то согласования? Я сейчас поговорю с пресс-службой Кремля, с администрацией. Никогда. Для меня было самое главное, что знает ли про это интервью муж. Это то, что я уточняла всегда. Страшновато все-таки было, да? Не страшновато, а просто обидно сделать работу, потратить деньги на съемку, потратить время на интервью, а потом окажется, что, оказывается, мне муж не разрешил. У меня был такой опыт по-моему, в 2009, когда мы делали интервью с Белоникой. И вдруг накануне уже номер должен отправиться в печать, и вдруг мне звонит это Борис Белоцерковский. Мне никогда не звонил такой мужчина из списка Forbes. Я в ужасе. Я не знал, как так, почему я ничего не знала про это интервью. Ника не должна была его делать. Интервью, в общем, нельзя. Сейчас надо что-то решать. Я говорю, как это нельзя? Уже все, у нас уже запущен печатный станок, уже сделать ничего сейчас невозможно. И мы с ним сторговались на том, что приписываю 4 строчки про то, что дом, купленный в Кабдае, стоил что-то типа двушки в Митино. Такой у нас был с ним компромисс. И все-таки материал, конечно, пошел в печать. Поэтому, когда я брала интервью у моих героинь, у всех героинь, мне было важно, что про это знает муж, потому что я знаю, что это для них самый важный человек. И мне бы очень не хотелось, чтобы все их дальнейшее благополучное существование было нарушено мною. И даже, по-моему, в юбилейном номере, не помню, когда, наверное, Татлеру было 10 лет, мне интервью давала Ирина Абрамович. Это было такое, по-моему, письменное интервью, но я знаю, что Роман его читал и его одобрял. Почему они прячут своих жен и бывших жен от всех, а вам разрешали? Тщеславие никто никогда не отменял. Девушка может просто этого хотеться. И не всегда такие влиятельные мужчины, которые, казалось бы, могут одним звонком что-то остановить, не всегда они могут остановить своих жен. В этом, наверное, было какое-то мое, я смею сказать, мастерство, умение договариваться, сделать так, чтобы это было все-таки для человека относительно безопасно. В конце концов, я пришла работать главным редактором не на 1 год. Мне очень важно было сохранить свою репутацию. Мне было важно не стать человеком, который создает много-много проблем. Мне кажется, что в общем и целом это получилось. Мне кажется, как будто бы нечестно вообще согласовывать материал. Это такие правила игры. Для меня согласование никогда не несло неприятных сюрпризов. То есть не унизительно? Никогда, потому что, как правило, ты, когда собираешься делать материал, ты встречаешься с героем сначала, когда ты понимаешь, что это очень чувствительный материал, что там есть моменты, без этих моментов тебе это неинтересно, но они очень такие деликатные. Ты садишься без диктофона, ты понимаешь, что человек готов сказать, где там его тот самый периметр, и ты принимаешь решение,
тебе это ок или нет. И если ничего не готов, вы расходитесь. В моей практике это никогда не было, боже упаси, какой-то унизительной процедуры. Это скорее, может быть, отполировать какие-то пару фактических неточностей. Я не считала, что это как-то мое журналистское достоинство попирает. И, понимаете, сейчас опять-таки изменилось время, поэтому в какой-то момент тебе нужно было либо этот рынок уступать, либо все-таки пытаться найти со звездами какой-то общий язык, какие-то общие интересы, и где-то с ними в общей точке сойтись. Ведь неспроста даже такая была знаменитая обложка Бейонсе, американского Vogue, которую снял впервые афроамериканский фотограф Тайвор Митчелл. И тогда Бейонсе сама писала эссе. То есть ее никто не интервьюировал. Это тоже очень симптоматично, потому что звезды тоже хотят действовать сегодня по каким-то им понятным и выгодным правилам. Поэтому это всегда поиск общего языка. У вас был в карьере мегаскандальный материал. Это история про правила обращения с прислугой от Байбаковой. Да. На мой вкус этот материал антропологически описывает вообще все. Если коротко, это как сделать так, чтобы у вас была прислуга, которая точно знает, что ниже вас по статусу, ниже вас по всему, и ни в коем случае не позволить этой прислуге, одевая ее как-то в униформу, в общем, давая ей какие-то инструкции. С собой сблизиться. И вообще почувствовать себя человеком. Угу. И эта история происходит в 21 веке. Это оглушительное просто описание так называемых элит в России. Прошло, казалось бы, не так много лет, но на самом деле как будто бы целая эпоха. И я думаю, что если бы это случилось сегодня, то, я не знаю, сидела ли я бы перед вами. Тогда как-то все-таки удалось еще не так... эта культура кэнселинга была развита. Я думаю, что досталось бы за этот материал гораздо сильнее. Я совершенно признаю, что формулировки, которые там были избраны, а сегодня они звучат чудовищно, звучат абсолютно tone-deaf. Смысл того материала, я его прекрасно помню, и я от него не отрекаюсь от желания понять, какие вообще взаимоотношения могут быть у работодателя с работником. Просто другое дело, что были выбраны крайне такие неосторожные и, возможно, неуважительные формулировки. Тем не менее, с приходом новой этики, как вы думаете, действительно поменялось в российских богатых домах отношение к людям, с которыми сотрудничают их владельцы? Поясню. Прислугу, которую можно привезти с любого острова мира. Заха Хадид, которая может тебе построить дом. Хочешь? Построит. Повар из Мишленовского ресторана, который приготовит обед, просто прилетит и приготовит. Это сумасшедшее барство и эта привычка к абсолютно неосмысленной роскоши. Не она ли всех нас погубила? Смотрите, мне кажется, что умение вести себя с людьми, которые на тебя работают, оно не зависит от того, какая этика, старая или новая. Как мы знаем, самые люди со старыми деньгами, люди очень влиятельные, люди с высокого статуса, их класс определяется именно тем, как они общаются с людьми, которые на них работают, и им помогают. Поэтому в этом смысле я считаю, что количество денег, наоборот, на тебя накладывает повышенные обязательства в том, насколько классно, с достоинством ты общаешься с человеком, тоже не попирая его границы. И мы много писали и об этом и впоследствии. Может быть, эти материалы стали чуть менее виральными, но все-таки о том, как разговаривать со своими водителями, с нянями детей, с замечательными людьми, которые убирают дома, поверьте, на наших страницах советы людей, которые это делают классно, тоже были. Конечно, у Татлера всегда была эта миссия научить, напомнить маме, что не нужно сумку Шанель давать ребенку в школу, напомнить коллекционеру, ему есть смысл подумать и создать какой-то музей. Конечно, деньги – это не всегда подарок, это и большое испытание, не все его проходят. Но для того, чтобы научиться тратить, научиться, я не знаю, строить школы, научиться как-то отдавать, нужно все-таки, сначала наесться, сначала удовлетворить какие-то свои первичные базовые потребности, потому что невозможно голодному
очень правильно есть с ложкой и вилкой. Поэтому мы в 30 лет мы наблюдали за эволюцией. Пришли неожиданно в 24-е, но, тем не менее, я видела, как, и в том числе благодаря Татлеру, люди о чем-то задумываются. Понимаете, мы сейчас хотим людей сложных сделать очень простыми, людьми потребляющими безудержно, которые не знают, как вилку, ложку держать, и которые еще ругаются все время на своих нянь и домработниц. Это не так. Есть сплетня о том, что предполагаемая дочь Владимира Путина Луиза Розова очень хотела работать в Татлере, присылала свое резюме чуть ли не несколько раз, и ей вообще никогда не ответили на ее письмо. Это был в момент, когда вы были главным редактором. Да, я слышала эту сплетню ровно в том пересказе, в котором вы сейчас говорите. Я не знаю, мне никто это письмо не передавал, я не знала, что это предполагаемая дочь Путина. Вполне возможно, что девушка по фамилии Розовой хотела стажироваться. Я про это ничего не знала. Уже когда Луиза стала как-то вошла в официальная предполагаемая дочь. Да, я даже ей написала, сказала: слушайте, если вы так хотите, давайте мы ждем, приходите. Она как-то вежливо сказала: спасибо, я подумаю. Больше она не появилась. Получается, что когда она просто писала резюме, видимо, оно было не очень. Возможно. Да? А тот факт, что она дочь и может с вами работать, он вас заинтересовал? Безусловно, это забавно. Так, это знаменитое здание. Да, это наш меховой холодильник, здание 1912 года, и вообще чуть ли не фигурирует как первый и единственный холодильник в России, а я где-то читала, что и в мире. Значит, это такое большое хранилище шуб, и отсюда меха ехали по всем пушным аукционам, здесь их как-то там обрабатывали, поэтому здесь нет, видите, окон, потому что это внутри камеры, то есть, по-моему, до 7-го этажа, до какого-то нет окон. Кондé Наст здесь, наверное, в 97-м году сюда приехал, потому что в 98-м вышел первый номер Вога. И все это начиналось на 11-м этаже. На 11-м сидел Вог. И потом мы постепенно стали захватывать еще этаж за этажом. Но это выражение «ее повысили до 11-го этажа» – это выражение, означающее, что наконец-то в ее жизни случился Вог. Ой, смотрите, это что, увозят журналы? Да, куда-то, ты знаете, я думаю, что это журналы увозят в библиотеку. Мы договорились, что мы подборки журналов передадим в разные библиотеки. Вог мы точно передаем в Ленинку, там что-то в библиотеку по искусству. Теперь Вог стал историей? Чтобы было где эту историю пролистать. В какой момент вы сами стали интересоваться миром глянца, миром высокой моды, этой сказкой? Слушайте, мне очень бы хотелось сейчас вам какую-то рассказать красивую историю про то, как мне папа привозил из Америки Вог. Папа не привозил, папа у меня был военный, он полковник, и не выезжал за границу до 90-х годов. Мама ездила до 2000-х даже. Мама дважды была в командировке, в загранкомандировке в Болгарии и Монголии. Вы жили в Подмосковье? Я жила в Подмосковье. Это такой военный гарнизон, Чкаловский. Я ходила в школу Звездного городка. Такая достаточно по тем меркам элитная, но ходила туда, потому что в Звездном городке был теннисный зал, и я там играла в теннис. Глянец постепенно входил в мою жизнь. На втором курсе я пришла в редакцию журнала «Теннис Плюс», постучалась в Кропоткинском переулке, просто сказала, что я играю в теннис, я учусь на журфаке, дайте мне задание. И мне дали задание написать о детском турнире в Лужниках. А на третьем курсе уже случился ОМ. И это был, такой глянец, тогда дико прорывной, смелый, безрассудный, не очень соблюдающий авторское право. Тогда еще не знали, что Дэвид Ли Шапель, нельзя публиковать его снимки без его разрешения, не заплатив ему гонорар. Он это все успешно проделывал. Но и было, конечно, куча своих обложек. Я помню все эти обложки с Земфирой, с Мумитролем. И это, конечно, была целая эпоха. Вы можете вспомнить момент, когда вы впервые держали в руках журнал «Вог»?
Ну, я думаю, что Vogue все-таки русский. Я думаю, что первый номер русского Vogue. Это 98-й год, вот эта знаменитая обложка Марио Тестино. Модой вы интересовались? Как потребитель, умеренно. Вот, у меня есть какие-то воспоминания о своих знаковых нарядах. Вот многие из них шила моя соседка тетя Люда. Вот у меня были теннисные платья, которые она мне шила из латышского трикотажа. Вот. Было что-то, что привозили из-за границы мамины коллеги по работе. Моя сестра очень рано уехала в Германию в 90-м году, и когда мы впервые к ней приехали с мамой, жили очень-очень бедно. То есть тогда купить килограмм бананов – это было целое событие. И в Германии сестра набрела на Красный Крест, и я помню, как мы с мамой обратно ехали с Гамбурга в Восточную Германию на перекладных с ночевкой там где-то в Восточном Берлине у маминой бывшей коллеги с 8 сумками. И в этих 8 сумках были блузки, брюки из Красного Креста, и мы были дико счастливы, потому что это все было для всех наших знакомых, друзей, и там же еще был свежий ананас. Вот поэтому, как-то мода постепенно в мою жизнь входила по мере того, как страна хорошела. А в какой момент вашей жизни то, как вы выглядите, стало частью ваших профессиональных обязанностей? Наверное, ожидать от меня какого-то очень глянцевого вида все-таки стали уже, когда я стала главным редактором Татлера в 2010-м, и там уже мне пришлось становиться к пресс-волу, и бывали недели, когда оттуда не уходить. Какая зарплата у редактора Татлера главного? Слушайте, я все-таки думала, что я не к Юрию Дудю иду на интервью, хотя Миша Идов однажды поговорил с Юрой по поводу зарплат. Вот он примерно был вот на тот момент, он там где-то был в тех значениях, в которых он сказал. Какая у тебя была зарплата, когда ты руководил журналом GQ? Так, сейчас. По-моему, 450 тысяч рублей. Мне бы не хотелось называть сумму. Она, скажем так, она абсолютно конкурентна на рынке, но, наверное, она недостаточна для того, чтобы выглядеть так, как ваши герои. Покупать все то, да, о чем мы пишем на наших страницах, выглядит так герой, вести тот образ жизни. Никто этого никогда не скрывал. Глянец в этом смысле такая штука, наверное, слово лицемерное было бы слишком жесткое. Но она непростая. Это вот правило игры. Глянец, в нем действительно платят скромно, но в нем очень много того, что называется английским словом perks. Плюшки, которые ты получаешь, начиная от поездок, недель моды, пресс-туров в какие-то классные места, в которых ты никогда в жизни не побывал, встречи с интересными людьми, первые ряды показов, безусловно, какие-то подарки. По этим правилам работала эта индустрия. То есть было почетно, хотелось в ней работать, и ты понимаешь, что да, мне не доплатят, но я где-то это могу компенсировать. И даже в английском Конде-Насте много лет была такая практика, когда при устройстве на работу у девушек интересовались их, по-моему, это называется independent income или как-то так, независимым доходом. То есть это доход, в какой школе вы учились, потому что в Англии сразу понятно, какой у вас бэкграунд. И если у вас какие-то средства от родственников, если какие-то трасты, то есть по-русски, можете ли вы себе позволить работать в Конде-Насте? Вам приходится саму себя все время одергивать и говорить себе: стоп, это не твоя жизнь, ты просто об этом пишешь. Смотрите, да, и тут очень важно сохранять связь с приборами, потому что это очень четко надо понимать, что это не ты купил билет в этот бизнес-класс. Вот сегодня у тебя такой отрезок жизни, и этого может в какой-то момент не быть. К этому я относилась всегда с большой благодарностью, но очень трезво понимая, что это когда-то может оборваться и закончиться. Это было несколько историй, наверное, вы знаете Эдуарда Дорожкина, который умер, он был мой близкий друг. Когда он умер, очень много писали о вот этой жизни взаймы, о том, какую такую роль сыграл в этом глянец. И я против того, чтобы глянец обвиняли во всех смертных грехах, лишая людей самих некой субъектности. Всегда были личные обстоятельства, всегда было одиночество, всегда была какая-то личная невостребованность. И одна моя приятельница так очень честно и цинично сказала: ты знаешь, говорит, я не вышла замуж, но глянец для меня – это мужчина, это мой муж, который мне может дать то,
что мне не дал муж настоящий. Это журналист из очень успешного издания. Вот просто очень важно знать, что это не твое, что это когда-то закончится, и к этому быть готовой. Я очень четко помню момент, когда я это поняла, вот в, наверное, 2011 или 2012 год, жирный жир. Кризис закончился, снова начался рост, и я в Париже на неделе моды. Я живу в Рице, отель еще до ремонта, отель, где живет Анна Винтур, где она там пьет свой в уголочке апельсиновый сок. Я выхожу на крыльцо Рица, меня забирает большой черный автомобиль, потому что редакторам положены на неделе моды красивые автомобили, в которых ты из показов на показ ездишь. Это действительно необходимость, такая производственная необходимость иметь там машину, в которой у тебя балетки, вещи, приглашения и так далее. Вот. И я выхожу на крыльцо и смотрю, какие-то японские туристы остановились, думают, что это такое тут за... И я поймала себя на том, что это я в каком-то кино когда-то, наверное, закончится. Я позвонила Карине Добротворской и сказала: слушай, Карин, спасибо тебе за то, что я сейчас это проживаю, это действительно интересно. Но у меня, вот честно, никогда не было ощущения, что это моя жизнь, которую я себе присвоила, и без которой мне будет очень плохо. А вы сейчас на работу вообще ходите? Честно вам скажу, я пока не вывезла вещи. Вот я пообещала, что я сейчас дам вам интервью и займусь уже вывозом всей своей жизни, потому что я работала здесь долго, в Конде Насте, с 2007 года. И вещей у меня здесь накопилось. Вот я... по крайней мере, видите, вы избавлены от вот этого знаменитого конденастовского... Коробки. Коробка, да, ты уволен за один день, и ты должен вынести всю свою жизнь в коробке за 2 часа, или сколько там обычно дают. Да, моя жизнь, конечно, в одну коробку не поместилась бы, но это все-таки фигура речи. Конде Наст действительно считается таким демоническим местом с тяжелой историей увольнений, причем это все идет еще из далекого прошлого. Это не какое-то изобретение нового времени. Было несколько, как минимум, легендарных историй про то, как одну редакторшу уволили, когда ей было уже лет 80. Спустя какое-то время она, к большому сожалению, покончила жизнь самоубийством. Она выпала из окна. Вот, причем Диана Вриванд писала в своих воспоминаниях, отмечая, что она была абсолютно подготовлена для этого знаменательного события. Она была очень хорошо одета в тот момент, когда выбрасывалась. Была еще история с такой великим редактором Грейс Мирабеллой, которая узнала о своем увольнении от мужа. Когда пришла домой, муж это увидел по телевизору. Вот она кинулась, она к тому времени была многолетним редактором, очень успешным. Она кинулась звонить в редакцию, узнавать, что ж такое. Ей подтвердили, что да, действительно, ваш контракт закончился. Вот. Надо сказать, что Конде Наст компания была всегда очень щедрая, всегда очень любила своих сотрудников. И я могу рассказать в миллион раз больше историй про то, как сотрудникам оплачивали ипотеки, про то, как такая была редактор Эдна Чейз обнаружила в коробке шоколадных конфет под каждой конфетой золотую монету. Сотрудников любили до той поры, пока они были очень-очень нужны. Когда с ними требовалось расстаться, вот так повелось, что Конде Наст не очень думал над формой того, как это сделать. А может, наоборот, специально думал? Это сопровождалось всегда большим очень выходным пособием. Обычно об этом никто не говорит. Как-то не принято говорить про то, сколько ты получил, когда пошел писать свою книгу. Как правило, деньги платили очень хорошие. Вот. Но... Как вы красиво сказали, когда пошел писать свою книгу. Обычно говорят, когда пошел вон. В Конде Насте есть мем про книгу. И справедливости ради, все многие ее свои написали. Книги, да. Считалось, что это делается ради самого человека, чтобы не резать этот хвост по частям, чтобы сделать один раз больно, и чтобы не ставить его потом вот в это мучительное положение, когда он должен смотреть в глаза сотрудникам. И считается, что неминуемо вокруг человека, которого уволили, собьются всякие коалиции, это будет уже коллектив плакальщиц, это уже не будет рабочая атмосфера, поэтому действительно увольняли довольно стремительно. Но что касается коробки, все-таки подойдя к этому мифу, это, конечно, миф. И этого, может быть,
один раз это и было, вот, но в целом и в последнее время уже с приходом новой этики уже стали увольнять совершенно иначе. Вот. Ну и зная все это, я, конечно, много очень думала про то, как мое пребывание вот здесь закончится. Я не думала, что оно закончится таким способом. Я свою работу никогда не мерила вот этой конечной точкой. Мне бы очень не хотелось, чтобы я о ней судила по тому, как она закончилась, понимаете? Потому что работа – это всегда путь. Но у вас контракт конечный или бессрочный? Нет, у меня уже трудовая книжка на руках, мы подписали соглашение сторон, и я очень довольна, и Конде Наст крайне благородно поступил, не только по отношению ко мне, а ко всем сотрудникам, и нет, я официально впервые, я вообще держу эту трудовую книжку, я забыла, как она выглядит. У вас был разговор с Анной Вентур о том, что русского ВОКа больше нет? Это было не совсем понятно, будет ли русский ВОК или не будет. Я даже участвовала 3 марта по Zoom в совещании главных редакторов ВОК. Мы обсуждали сентябрьский номер, планы на будущее. Я держала там слово, я произнесла какую-то маленькую речь, где я рассказала о том, что я чувствую, что чувствуют мои коллеги. Мне тут же написала в личку главный редактор китайского ВОГа Маргарет. Потом после этого совещания мне тоже очень много писали коллег письма поддержки. В общем, было еще не совсем понятно. И даже я после этого совещания написала в наш общий чат ВОГовский письмо поддержки всех сотрудников, сказала: ребята, нас ниоткуда не исключили, мы не Тургеневский дуб, мы работаем. Ну, а уже через несколько дней стало известно, что Конде Наст отзывает лицензию. И сделал он это довольно спешно. Я думаю, что какое-то определенное давление на него тоже оказывалось. Личный разговор был? Нет. Анна написала мне письмо, в меру человечное, в меру официальное, вот с сожалением и с пониманием, как нам непросто. Что сейчас внутри? У нас работает некоторое количество сотрудников, и там ведется такая бухгалтерская работа, юридическая работа. Туда можно приходить, вывозить свои вещи. Вот нет, это все страшно тяжело, потому что, конечно, это мой дом, и здесь я проводила времени, наверное, больше, чем у себя дома. 24 года Конде Наст сидел в этом здании. Вообще, это вы видите, это самый центр, это близко ко всем бутикам. И вообще считалось важным для Конде Наста во всем мире иметь офисы вот в таких фэшн-магистралях. И вдруг в конце прошлого года тектонический сдвиг, Конде Наст решил переехать в новый офис, на фабрику «Большевик». Там был такой уже очень современный, гибкий офис без закрепленных рабочих мест, все очень agile, и ты мог прийти с ноутбуком, плюхнуться на диван и работать, потом плюхнуться на другой диван, потом занять переговорную. Очень ожесточенные баталии велись, например, на предмет того, делать ли душевую, потому что были лоббисты душевой. И были лоббисты, значит, нет, надо строить просто туалет. Потом какой туалет? Мужской, женский, может быть, агендерный туалет. Долго про это разговаривали. Потом я предложила, давайте уже тогда комнату матери и ребенка, потому что моя правая рука, Аня Федина, она родила мальчика, вот, и после родов в ночь редактировала текст. Вот. Ну и я шутила, что давайте уж тогда сделаем Ане пеленальный столик. В общем, были такие проблемы первого мира. Мы долго-долго решали, вот как мы будем в этом новом офисе существовать. Но сейчас все, конечно, кажется далеким и неправдой. Есть, да, ощущение, что вот все это было в какой-то абсолютно другой жизни, ценности, смыслы, какие-то важные события, которые сейчас вообще потеряли свое значение? Ну, я очень много про это думаю, потому что глянец, особенно в последние годы, очень активно зашел на такую вот ценностную территорию, не на территорию потребления. Мы писали, очень много о вещах, которые сейчас уже очень страшно, что они действительно окажутся совершенно не важными. В последнем номере «Вога», который не вышел, номер был посвящен ментальному здоровью. У меня, например, было интервью с Верой Шенгелией, и мы снимали ее с девочками, которые живут в таких квартирах с сопровождением, и это были фантастические истории выхода из застенков в такую, в нормальную совершенно
жизнь. Там я в Татлере делала сюжет с Нютой Федермейстер, который, конечно, меня тогда совершенно изменил. Лида Маниава была с хосписом. Мы всегда снимали людей с какими-то с инвалидностями, с физическими нарушениями и в съемках моды и так далее. И сейчас действительно я очень боюсь, что эти группы, они и были тогда очень уязвимыми, но ими кто-то интересовался. Сейчас, насколько кому-то будут доходить до них руки, я не знаю. Появились новости о том, что Сергей Минаев будет руководить журналом «Правила жизни», а также выходит журнал «Бой СЭС». Давайте не журнал все-таки. Тут важно оговориться. Это бренды, которые издавал Independent Media. Их переназвали. Теперь будет бренд Voice. В каком он виде будет? Будет ли это Космополитен бывший? Да. Будет ли это журнал? Там все-таки, строго говоря, никто не произнес. То есть мы скорее говорим вообще про то, что это... Главред бывшего домашнего очага Наташа Родикова, которая теперь главред журнала «Новый очаг», да, она написала даже письмо редактора о том, что это будет журнал... И журнал тоже будет, да? Сережа Минаев мне сказал, что это будет сколько-то номеров, сколько точно он не знает, может быть 5, может быть больше. Дело в том, что журнал – это довольно затратная штука, поэтому довольно смело заявить, что все это будет. Но давайте мы все-таки дождемся, когда Independent что-то выпустит. Но я допускаю, что все эти бренды могут существовать в цифровом формате, естественно, в сайты, соцсети, Telegram. То есть есть форматы менее дорогие. Вы считаете, что это имеет право на существование, эта замена брендов и абсолютно такой всерьез начинание жить за китайской стеной? Смотрите, меня, конечно, после 24-го многие очень друзья спрашивали, что же вы, почему же вы не можете, тоже засучив рукава, и сейчас начать срочно что-то импортозамещать. Друзей много из такой сферы юридической, из консалтинга, и там действительно многие компании известные переназвались, они из тех же офисов, из тех же компьютеров продолжили консультировать задорого тех же самых клиентов. Как будто бы нечестно. Я не хочу здесь мыслить в категориях этики, я скорее хотела бы мыслить вообще в категории бизнес-модели, потому что для того, чем занимались мы, для глянца, очень важно существование индустрии. Сегодня индустрии нет. Непонятно, вернутся ли эти бренды. То есть строить какие-то бизнес-предположения вообще очень сложно. Там можно предположить, что на первых разворотах журналов, в том самом туннеле, когда ты открываешь журнал, такой туннель, и чем длиннее этот туннель, чем больше это бесит читателей, тем это лучше, потому что это просто много-много денег, которые тебе дальше позволяют делать красивые съемки. Туннель – это что, рекламная... Туннель. Первые, рекламные развороты. Да-да-да. И предположить, что в этом туннеле будет реклама, не знаю, недвижимости на Новой Риге или каких-то премиальных услуг банков, понимаете, глянец – это же еще очень такой тактильный продукт. Ты открываешь, тебе интересно это листать, что там в рекламной кампании Prada, кто ее сфотографировал. Это ощущение очень сложно заместить. То есть ты сейчас принимаешь решение об импортозамещении без каких-либо внятных перспектив. Ты думаешь, предполагаешь, что когда-то это отскочит. А дальше ты должен понимать, как ты будешь делать это медиа, кто тебе его будет фотографировать, кто тебе будет стилизовать, кого ты будешь снимать. При всем уважении к российским фотографам, мы с ними очень много работали, и они все очень выросли за эти годы, и мы с ними много снимали даже обложек. Но все равно... Vogue – это участник, понимаете, Олимпийских игр. Мы конкурируем с другими Вогами. В этой индустрии очень важно, кто для тебя снимал обложку, а какая модель. Понятно, что после 24-го все западные фотографы, они, конечно, все автоматически отваливаются. Кого ты должен снимать, потому что интерес к локальным персонажам, да, здорово, им... Вся моя деятельность, все, про что мы говорили, подтверждает, что в основном такие локальные истории становятся
хитами, виральными, да, но опять-таки для имиджа очень важно снимать топ-моделей. Какие топ-модели будут сниматься. Мы должны были сделать в июле номер с Ириной Шейк. Вот нам придумалось, что это будет целый номер с Ирой «Отдыхай вместе с Ирой». И хотели ее снимать в Америке, и даже думали привезти ее, если бы получилось, в Россию, вот в тот самый городок маленький, откуда она родом, из-под Челябинска. Конечно, Ира больше не будет сниматься для нас в ближайшее время. Вот, поэтому сейчас каким будет этот продукт даже при том условии, что ты сможешь найти этот язык и сформулировать твою реакцию на сегодняшний день, но средства, которыми ты будешь добиваться того, чтобы это был красивый глянец, какую ты будешь снимать одежду, потому что тоже же важно, опять-таки, при всем уважении к российским брендам, но все равно для того, чтобы это был красивый продукт, важно, чтобы это были всякие марки, которые определяют моду сегодня. Но не кажется ли вам, что еще до начала войны вообще тема с необходимостью существования глянца, она как будто бы висела в воздухе? И как будто бы казалось, что уже, прости господи, даже в маникюрных салонах не дают свежий номер, а дают какой-то прошлогодний, и, в общем, не так уж это и важно. Это такой бесконечный разговор, он немножечко разговор с человеком, который плохо понимает, как работает эта индустрия. Если вы мне расскажете про девушек, которые листали уже соцсети в маникюрном салоне, а не журнал, я, конечно, с вами соглашусь, но тут же вам парирую, что, может быть, они в этих соцсетях искали все те бренды наши, которые в них присутствовали. Поэтому, безусловно, глянец потерял свое такое безоговорочное влияние, потому что когда-то он был один, и только он мог человека прославить. Да? С приходом интернета, соцсетей, слушайте, естественно, и звезды могут себя прославлять сами в своих аккаунтах, классно, но тем не менее, почему-то все-таки снимаются беременными и дают эксклюзивы Vogue. Но тоже почему-то, да? То есть все-таки не все можно сделать у себя в формате 3-4 сантиметра. Все-таки хочется взять журнал, чтобы бабушка прочитала, чтобы одноклассница там где-то в Оклахоме или в Новосибирске. Поэтому я против того, чтобы так просто одним росчерком пера сказать, нет, глянец, это все не нужно, это все уже никто не потребляет, просто мы его продолжаем потреблять, но в новых форматах, в новых каналах. А дальше вопрос, приносит ли он деньги тем людям, которые его по-прежнему издают. Хочу вас успокоить, приносил. Маша Федорова рассказывала о том, что после назначения на должность главреда Vogue Кондé Наст контролировал ее соцсети, продавал рекламу в ее постах, и даже она должна была согласовывать, что она пишет. Были ли у вас такие же отношения с Кондé Настом? Кто контролирует ваши соцсети? Мои соцсети никто никогда не контролировал. Мне в жизни никто не сказал, могу ли я писать о чем-то или не могу. Просто подразумевалось, что я разумный человек. Сейчас вы Машу обидели. Я думаю, что Маша, формулируя так, немножко все-таки обидела Кондé Наст. Речь шла, наверное, о коммерческих постах, потому что в издательском доме Кондé Наст мы действительно не могли сами продавать рекламу у себя в тех самых запрещенных соцсетях. То есть если кто-то интересовался рекламой в моем том самом экстремистском Инстаграме, я бережно передавала этот контакт в наш рекламный отдел, и дальше это могло случиться, могло не случиться. То есть я не могла это монетизировать, это политика конфликта интересов, это во всех странах в Кондé Насте такие правила. И сейчас, по-моему, не так давно был очередной виток обсуждения этого вопроса в Нью-Йорке, потому что сейчас, конечно, время изменилось, и очень часто приходят уже новые сотрудники уже со своими какими-то инстаграмами, со своими соцсетями. Возникает вопрос, если вы все-таки платите не столько, чтобы я покупала сумку Гуччи, почему я не могу на нее заработать сам, и так далее. Начинается долгий процесс обсуждений, а можно ли. Поэтому коммерчески да, и можно сказать, что контролировал. По тому, что мне писать, никогда в жизни мне никто ничего не сказал. Ваш телеграм-канал сейчас – это ваше какое-то вложение в будущее? Вы надеетесь таким образом себя монетизировать и выйти куда-то? Во-первых, я очень рада, что я в целом его завела. Получаю от этого большое удовольствие. Он какую-то терапевтическую функцию играет в моей жизни, потому что ты чувствуешь, что ты
ты в пределе, ты в игре. Вот. Я, наверное, бы не хотела пожизненно быть автором телеграм-канала. Конечно, меня многие спрашивают, чем я хочу заниматься. Я честно совершенно отвечаю, здесь нечего скрывать, что я как-то с самого начала решила, что я не буду спешить и не буду ни в какие авантюры прыгать, но и у меня есть возможность этого не делать, и степень отчаяния не так велика. Вот, я хочу все-таки осмотреться. Сейчас очень трудно принимать какие-то решения, потому что индустрии, в которой мы привыкли работать, просто ее нет. Вот, и я дала себе возможность как-то сходить к врачам, у которых я давно не была, навести порядок в шкафу, который уже снова, впрочем, пришел в беспорядок. Вот я много очень в первые дни встречалась с людьми, с своими друзьями, приятелями, с героями. И вот я почувствовала, насколько было важно людям, уже не для того, чтобы попасть на обложку Vogue или Татлера, насколько им было важно увидеть каких-то близких моих по духу людей, убедиться, что эти люди в Москве, что они не уехали, обсудить, как-то поплакать друг у друга на плече. Вот. И всю свою жизнь я работала. Я существовала в парадигме жестких дедлайнов. Я не знаю, сколько номеров я всего сделала, но это когда каждый месяц что-то выходит, это не может не выйти. Типографский станок не может не включиться. У тебя нет права на что-то сорвать, какие-то дедлайны. Не работала я 2 раза по полгода, когда рождались мои дети. Поэтому я себе разрешила не паниковать по этому поводу. Есть гораздо больше поводов для переживания того, что творится вокруг. По поводу работы точно не паниковать, посмотреть, подождать. Сейчас мы с моими коллегами, у нас есть такая инициативная группа, мы так аккуратно работаем над проектом, над концепцией проекта, назовем это так, и мы встречаемся с инвесторами. Конечно, мы, как, знаете, такая привередливая невеста, еще такая молодая невеста, которая еще позволяет себе быть привередливой. Мы мечтаем о том, каким будет этот инвестор. И, конечно, очень хочется, чтобы это был профессиональный человек, которому это нужно не для каких-то его политических интересов, чтобы никто не звонил. И я не привыкла, что мне звонят и что-то просят. И просил делать что-то, что мне делать не хочется. Мне не хочется снимать на обложке или куда-то ничьих жен. Хочется, чтобы это был человек, для которого, возможно, медиа или тот проект, который мы придумаем, стал бы таким нормальным бизнесом. Не кажется ли вам, что попытка сейчас создать какой-то новый медийный продукт в жанре глянца – это иллюзия нормализации жизни, а жизнь-то не нормализовалась? Я думаю, что в любом случае речь не идет о том, чтобы создать его завтра и сделать вид, что действительно ничего не произошло, и начать писать про сумки и туфли. Конечно, нет. И помимо того, что нужно придумать бизнес-модель, понять, как это медиа будет зарабатывать, нужно придумать язык, которым оно будет говорить. Но, безусловно, я с вами совершенно согласна. Без рефлексии на тему того, что происходит, мне бы и самой это делать не хотелось бы. Был все-таки громкий скандал в вашей биографии. Был. Это история с Оксаной Лаврентьевой, и вы до сих пор не высказывались публично о том, что там произошло. А версию Оксаны все уже слышали. Расскажите просто, что произошло. Произошло то, что Татлеру исполнялось 10 лет, и мы хотели как-то это отметить, чтобы все запомнили. Так оно в итоге и случилось. И мы думали над форматом, и к тому времени уже это наше светское общество такое было избалованным. Было понятно, что одним ужином не обойтись. И возникла сначала идея капустника. Моя близкая подруга, издатель Татлера, Аня Пчелкина, несколько раз была на капустнике в МХТ. И ее так привлекло то, как там открыто и зло друг над другом шутили. И ей почему-то показалось, что этот фокус возможно провернуть и в мире героев Татлера. Мы решили попробовать поработать с Костей. Там сначала был другой вариант. Костя – это Богомолов. Да. Костя в тот момент как раз как-то очень активно интегрировался в светскую жизнь. Он срежиссировал то ли открытие, то ли закрытие сезонов Сколково.
и готовился снимать сериал «Содержанки». То есть он явно демонстрировал интерес к светской жизни и даже какое-то ее знание. И мы пришли к Косте, он сказал «да». И мы сняли несколько фильмов, несколько сюжетов о наших героях. Собственно, тот самый злополучный фильм, который так оскорбил Оксану, мы его не видели. Автором сценария этих фильмов был кто? Знаете, сценарий сначала писали ребята из Урганта. Они же работают всегда над церемонией GQ «Человек года». Но Костя потом очень сильно переработал. И, по-моему, к сценарию вот того фильма, который вышел про Оксану... Это была история про котенка, которого взяли домой. И котенком оказывался муж Оксаны, Александр Цыпкин, если коротко. Если коротко, спасибо. Вы увидели со всеми гостями вместе на этом торжественном ужине. Все так. Так. Оксаны и Саши не было в зале. Им немедленно, естественно, прислали друзья все фрагменты. Вот, и они страшно обиделись. И какое-то время мы пытались договориться с помощью юристов. Они официально никогда не подавали в суд, но действительно действовали с обеих сторон юристы, и как-то мы планировали выпустить какое-то извинение, объяснение, но в какой-то момент вышло интервью, вот то самое интервью в «Беспощадном пиарщике». Мы не очень поняли, почему Оксана его выпустила еще в тот момент, когда мы вроде бы пытались договориться, вот где она уже так довольно четко свою позицию обозначила, после чего уже никакое подписание никаких извинений и соглашений уже стало невозможным. Ну и, собственно, на этом все это закончилось. Подождите, в интервью Оксана говорила о том, что были некоторые коммерческие, в том числе, отношения между Кондé Настом и принадлежащим ей сетью салонов красоты «Белый сад». Мы действительно ходили, главный редактор, тогда ходили к Оксане в ее салон. Я сейчас... И бесплатно получали там да, услуги. И мы там как-то красились, не знаю, там стриглись, и, в общем, и как-то себя украшали. А это окей? Попытаюсь сейчас рассказать. Во-первых, я, конечно, в этот салон больше не пойду, но сейчас, пользуясь случаем, скажу, что это замечательное совершенно место, кроме шуток. Одно из лучших в Москве, где ей, конечно, удалось добиться какой-то фантастической домашней атмосферы. На тот момент казалось, что это окей, потому что я публичный человек, я делала очень много в своих соцсетях фотографий оттуда и как-то всячески демонстрировала, что я хожу туда. То есть это были абсолютно отношения, вот те самые отношения инфлюенсеров и каких-то заведений, которые есть, вот, собственно, на рынке уже много лет. Вот. И, безусловно, ошибкой было эти отношения никак не зафиксировать. И эта ошибка была и моя, и ошибка была Кондé Наста, конечно, и, что он посмотрел на это сквозь пальцы. То есть вы занимаетесь рекламой по бартеру? Это называется, грубо говоря, реклама по бартеру. А вы рекламировали по бартеру салон у себя в соцсетях или в журнале? У себя в соцсетях. То есть журнал это никогда не касалось? Нет, у себя в соцсетях у меня был хороший Инстаграм. Вот там в журнале, может быть, что-то и выходило, но это никогда не было потому, что я туда хожу, просто потому что это, правда, классное место, к нему нет вообще никаких претензий. А в журнале это выходило за деньги? Нет, там какая-то была редакционная поддержка, ее было не так много, она могла быть, но еще раз не потому, что я туда хожу. Да, это место абсолютно конкурентное, так же, как и про многие другие салоны, там пишут не только про те, которые дают рекламу. Это нормально рассказывать, где в Москве лучше всех делают педикюр или делают фейшелы. Вот, поэтому, если вы меня спросите, чувствую ли я ответственность за то, что меня ублажали, а я вот такую сделала подлянку, нет. Чувствую ли я в целом ответственность за то, что про моих героев, совершенно независимо от того, стриглась я у них или не стриглась, так говорили, безусловно, чувствую. С кем из участников этой истории вы вообще не разговариваете с тех пор? Я со всеми участниками ее разговариваю. Мы помирились с Оксаной, помирились в марте 2020 года, когда уже началась пандемия. Мы с ней встретились в ресторане «Бабель» почему-то. Никого не было вокруг, я представляла себе, что за соседними столиками сидят какие-то телеграм-каналы, они бы, конечно, получили бы жирнейший эксклюзив. Вот, но никто нас не увидел, мы с ней обо всем поговорили. Она очень долго мне рассказывала о том, что она испытала, и я ее
понимаю, что вызвало в ней такую агрессию, бешенство. Вот, я со своей стороны тоже что-то объяснила про себя. Я, конечно, считаю ее реакцию не симметричной. Оксана хотела, чтобы меня уволили, и мне досталось тогда в соцсетях, и все это было. Вот. Но очень важно было уже быть не внутри ситуации, а уже спустя, по-моему, тут сколько, года полтора прошло, чтобы мы про это смогли спокойно поговорить, понять друг друга и это отпустить. Я ее видела позавчера случайно, столкнулись в ресторане, прекрасно с ней поговорили. Мы, конечно, не подруги, и это невозможно уже, но, по крайней мере, уже этих... той ситуации мы ее уже отпустили. Вы из семьи военного. Это значит, что дисциплина жесткая еще и в семье. Мой папа все-таки не просто военный, он научный работник, он доктор наук, профессор, специалист по навигации, занимался спутниковыми системами ГЛОНАСС. То есть это не совсем те военные, где практикуется очень жесткая дисциплина, но действительно, скорее в семье была очень такая ярко выраженная трудовая этика. Я вообще не помню, чтобы папа ничего не делал. Точнее, я помню, как он слушал классическую музыку, иногда сидя в кресле и закрыв глаза. Но в целом папа с мамой очень рано вставали всегда. Всегда мы ездили, играли в теннис, мы катались на горных лыжах. Всегда все деньги тратились в семье на горные лыжи «Илан», которые стояли у нас в прихожей. Поэтому скорее научили не дисциплине, а умению работать. В любых условиях? В любых условиях до тех пор, пока это не затрагивает каких-то твоих внутренних, очень таких монолитных принципов. Я к тому, что сейчас очень многие люди, чья профессия, в общем, такая мирная, да, и еще связана, как в вашем случае, с излишествами. Эти люди сталкиваются в том числе с депрессией и с полным непониманием себя в текущей ситуации. А вы как? Я бы очень хотела заниматься тем, что я умею. Я понимаю, что этим невозможно будет заниматься так, как раньше, что придется путем проб и ошибок тестировать форматы, тестировать границы, но все-таки говорить, потому что есть определенная ответственность и перед читателями тоже, перед людьми, которые на меня ориентируются, которые ориентируются на нашу команду. И тот отклик, который я получила, когда «Глянец» ушел, вроде бы, сколько его провожали, сколько, Господи, сколько можно, для чего он нужен, уже на педикюре мы читаем Инстаграм. Но это не совсем так, потому что все-таки «Глянец», помимо того, что он был не бессмысленным, он все-таки затрагивал какие-то важные вопросы, но делал красиво, он сообщал какую-то эстетику жизни, и он был каким-то фактором нормальности. Я понимаю, что у вас следующий вопрос, вы скажете, какая может быть нормальность сегодня, но я все-таки не теряю надежды, что когда-то это станет снова нужно и важно. Горюете много сейчас вы? Я горюю не по утрате глянца, это совершенно точно. Я горюю по поводу того, что происходит. Мой, наверное, такой черный, как у Гои, период чувств в отношении работы, он как-то был с самого начала, после того, как все, после 24-го, и мне было физически очень плохо, у меня была, кроме шуток, паническая атака в метро одна. Но я как-то с потерей работы я смирилась. И за эти годы я много раз думала, как это будет, и понимала, что когда-то это произойдет. И мне очень страшно было, при том, что вроде бы все хорошо, и рекламодатели довольны, читатели довольны, ты сам собой доволен. Очень страшно было быть таким человеком, который не успевает за поездом, время идет, ты там пытаешься куда-то все на подножку заскочить, а поезд уже уезжает, а у тебя нет сил самому отцепиться, потому что это очень комфортный поезд, 5-звездочный, и кто по собственной воле его покинет. Смотрите, как интересно, я вам все время задаю вопрос про изменившуюся жизнь, а вы все время отвечаете на вопрос про потерю работы. Это для вас один и тот же вопрос?
Наверное, знаете почему? Потому что все-таки работа связана с этой жизнью. То есть я все-таки все эти годы я работала таким Нестором-летописцем, я работала хроникером эпохи. Поэтому возможность для меня иметь работу, она неразрывно связана с тем, про что будет эта работа. Я не разделяю эти понятия. И я очень хорошо понимаю, что, надеюсь, вы понимаете, что я понимаю, что большинство форматов, которые были возможны до 24 февраля, что они не будут, даже не то чтобы востребованы, не будут возможны, и, конечно, как-то все придется перепридумывать. Много вы плакали в эти месяцы? Я очень много плакала. Конечно, очень больно и очень страшно, и много непонятного, и много вопросов, на которые я и ищу ответы, и никак не могу их найти, и вопросы о том, почему все это было сделано именно сейчас, так неожиданно. Кажется, что со стороны не очень подготовлено. Почему наши золотовалютные резервы оказались изъяты? Почему вместо такой высокоточной спецоперации, которая предполагает уничтожение военных объектов, страдают мирные жители? Почему страдают наши ребята, которые вообще могли бы в этот момент учиться, работать, и им не нужно было бы использовать армию как единственно возможный социальный лифт? Я не понимаю, почему это сделано так шоково, так резко, и почему до такой степени нужно было вдруг нашу жизнь, в которую мы как-то все-таки верили, может быть, хотели верить, многого не замечали, но почему ее нужно было так видоизменить, почему нужно было до такой степени выпилиться из мировой экономики. Я нередко сейчас слышу мысль, теперь-то наконец-то мы сможем построить все заново, так, как мы хотим. И я сразу спрашиваю, во-первых, есть ли у нас вообще кирпичи, из которых это строить, такого ли они качества правильного, и для чего нужно строить только из, образно выражаясь, из отечественного кирпича, если весь мир строит из лучших кирпичей, которые доступны сегодня на рынке. Я разговаривала с одним человеком, мнение которого я уважаю, и чья работа заключается в анализе того, как упаковывается все то, что сегодня происходит. Он сказал: слушай, понятно, ты креативный класс, и я понимаю твою боль, я понимаю боль людей, которые вокруг тебя. Вас просто не подготовили, вам просто не объяснили, вас должным образом не обработали. И в этот момент я задаю себе вопрос, а можно ли было меня как-то обработать и сделать так, чтобы я спокойно смотрела на многое из того, что сегодня показывают. И мне кажется, что это невозможно. Я вообще считаю себя человеком гибким, таким очень интересующимся всегда вторым мнением. Как-то сегодня много говорят про критическое мышление, но я много чего читаю, я читаю много источников. Я всегда хотела понять моих героев, никогда не делила мир на черное и белое. Но здесь я говорю себе стоп, потому что это внутри меня что-то такое монолитное, наверное, идущее из семьи, потому что в моей семье агрессия как способ коммуникации, она никогда не практиковалась. И вообще мне кажется, что сегодня про тот самый креативный класс, который я представляю, его очень легко сегодня пинать, потому что креативный класс кажется такими людьми, которые в первый же день всего испугались, бросили котов в Москве и уехали в Армению, там прожигают мамины деньги, оттуда каются за всех нас. И тоскуют по творожкам из Вкусвилла за 50 рублей. Просто это некрасивая трактовка этого. Почему креативному классу невозможно продать идею спецоперации, вообще возможность вторжения на территорию другого государства? Потому что в основе креатива это созидание, это творчество. Ты создаешь, а не разрушаешь. И здесь я вижу какое-то громадное противоречие
Вот, и мне очень не нравится, когда говорят, что креативный класс, сколько вас, вы живете в своем бабле, вы ничего вокруг не замечаете, вся страна поддерживает. Вот. И, мне кажется, это неверно, потому что очень во многом креативный класс и создавал что-то, чем мы могли гордиться. И мы же гордимся классными музеями современного искусства, которые в Москве появились. Или мы гордимся тем, как симпатично Нижний Новгород подготовили к своему юбилею, как там расцветало это уличное искусство. Или мы гордимся тем, как на Куликовском поле вот этот вот красивый тоже музей, который рассказывает про это сражение. То есть очень много того, что креативный класс делает для процветания страны, которую мы все, правда, очень любим и гордимся. Никто не хочет умирать, и никто не хочет, чтобы умирали дети. И никто не хочет быть агрессором, никто не хочет быть виноват в чьей-то смерти. А в общем, все мы находимся так или иначе в этой истории. Поэтому я бы не ограничивала тут историю. Видимо, я так себя посчитала необходимым сейчас чуть-чуть обособить, реабилитировать креативный класс, которому, правда, много достается. Слушайте, обычно в русском, по крайней мере, в ВОК история такая, что каждый предыдущий главный редактор становится персоной нон-грата в следующем журнале. И удивительно, что на вас эта история сломалась. Это правда, что вы помирили всех бывших главных редакторов ВОК за последние, сколько получается, 24 года, и собрали их за одним столом. Правда, случилось это после того, как лицензия Кондé была отозвана. Я всегда относилась к этой работе как к браку. Мне было бы очень обидно, если бы, прожив с моим первым мужем в браке столько лет, мы бы с ним не разговаривали. Мне очень обидно было, что вот этот итог, он как бы обнулял все твои предыдущие счастливые годы работы. И всегда казалось это очень несправедливым. И это, наверное, такое немножко романтическое, идеализированное представление о том, как бы мне хотелось, чтобы относились ко мне. Вот. И поэтому впервые мы на наш такой красный ужин в историческом музее, туда пришли два бывших главных редактора, Вика Давыдова и Маша Федорова. Алены не было, а уже не так давно, когда мы провожали ВОК, мы сделали такой вечер памяти для индустрии, для фотографов, для стилистов, для всех тех, кто создавал журнал. Пришли и Вика, и Маша. Алена, честно, ехала, но в тот день была репетиция парада, поэтому было совершенно сюрреалистическое от этого всего впечатление. Где-то провожают ВОК, а в 200 метрах едут танки по Москве. Вам психологически важно, что вы всех этих трех женщин... Да, мне очень важно. Мне очень важно, чтобы... Я понимаю, что до конца это невозможно, это очень глубокая рана, но мне кажется правильным, чтобы все-таки им воздали по заслугам, и чтобы они тоже как-то чуть-чуть отпустили, может быть, эту горечь. Светские вечера, как вам кажется, они вообще возможны сегодня? Смотрите, здесь тоже у меня есть некая профдеформация, потому что я знаю и слышу в этом вопросе не только, возможно ли они сегодня, но и в целом, нужны ли они вообще, да? И я думаю, что я здесь не ошибаюсь. Светские вечера, времен начала прошлого века, времен мировой войны, гражданской войны и так далее. И если речь идет о представителях аристократии, которые собираются на этот светский вечер, то это, как правило, вечер благотворительный, который помогает раненым, беженцам, семьям убитых и так далее. Это благотворительная всегда история. Как можно себе представить светский вечер сейчас? Я что-то не очень могу взять в толк. Во-первых, сейчас особенно их и нет. И надо сказать, что в основном драйверами светской жизни были бренды, и никто ничего не делает. Но поскольку я все-таки занималась этим очень долго, было бы довольно странно сейчас от меня слушать, что это совершенно занятие бессмысленное, и вообще на черта это нужно. И, конечно, я всегда стояла на том, что светская жизнь никогда не делает хуже человека умного, она не может его дискредитировать, но и человека глупого она тоже не сделает хуже, потому что можно подумать, вместо того, чтобы идти на мероприятие, этот человек оставался бы дома и, не знаю, читал хоть в зоопарк бы сходил. Слушайте, это опять-таки очень одномерное восприятие сложных процессов. Светская жизнь, во-первых, это тончайшее общение. Там
куча интересных людей. Просто наивно думать, что там все разговаривают про последнюю коллекцию Прада. Это всегда много каких-то культурно-гастрономических впечатлений. Ну, когда-то светская жизнь заключалась в открытии маленького бутика площадью 5 метров. Да? Я там на открытии бутика Фенди когда-то Владимир Вольфович Жириновский выиграл чемодан, понимаете? Но после этого уже все-таки те люди, которые устали ходить на открытие бутиков, они уже сошли с дистанции, пришли другие люди, появились другие форматы культурные. Ну, там, я не знаю, вы пошли бы на мероприятие, где, например, играет оркестр Теодора Курентиса. Но мне кажется, это не так плохо. Я на таком мероприятии светском была, а не на концерте в Зарядье. Пошли ли бы вы на ужин, где готовит мишленовский шеф Массимо Батура? Готовил. А такой ужин был в музее «Гараж». Пошли ли бы вы на ужин в дом Пашкова по случаю приезда в Москву коллекции Щукина? Это вот первая итерация наша с Фондасьон Луи Вьютон, когда приезжали все, приезжал Бернар Арно сам. Ну, вот были все. Играл замечательный пианист Романовский. Кстати, он, по-моему, родом из Днепродзержинска. То есть это всегда был способ как-то раскрасить жизнь, получить массу эмоций. Поэтому приравнивать ее вот к такому бессмысленному стоянию пресс-вола, я думаю, что все-таки, Кать, вы чуть глубже хотите, правда, разобраться в этом вопросе, а не просто навесить ярлыки. Нет, я себе представляю, собираются такие женщины и моют кости друг другу, а потом телеграм-канал «Героиня Татлера» это описывает. Кстати, кто его ведет? Слушайте, я ожидала этот вопрос, конечно, и мне, знаете, как хочется ответить, что он так хорошо написан, что мне прям даже не хочется отказываться от подозрения, что это делаю я вместе с Рианом Романовским, моим коллегой по Татлеру, и Мишей Друяном, который сейчас на Каннском кинофестивале. Вот поэтому посмотрим, будут ли там инсайды из Канн. Вот, но на самом деле, это, конечно, величайшая загадка светской жизни. Вот. То есть это правда никто не знает? Этого никто не знает. Я знаю, что однажды одна девушка, заправляющая рестораном, после того, как что-то про этот ресторан появилось в канале «Героиня Татлера», она пыталась вычислить по камерам, кто же там у нее был. Это была не я. Вот, поэтому это действительно загадка, это хорошо написано. В какой-то момент я думала, что все-таки это несколько человек, потому что достаточно широкий спектр интересов канал. Конечно, он не такой широкий, как уже сегодня в разных светских каналах, потому что там теперь высказываются и по проблемам расширения НАТО, и по таким терминалам сжиженного газа в Клайпеде и вообще по всему. Вот. Но, тем не менее, написано хорошо, инсайт есть. Интересно, надо делать расследование, снимать кино, выяснять. Вы всегда были женщиной, которая сама зарабатывает на свою жизнь? Да, мы с моим первым мужем, он на 2 года старше меня, мне было, наверное, 20, ему 22, и он закончил летное училище, и он был прекрасным совершенно летчиком, но уже тогда было понятно, что летчики не летали, а продавали керосин на аэродроме. Ну, такое было время, когда это тревожное. И он начал свою такую деловую карьеру, и я начала, и как-то мы всегда вместе зарабатывали, вместе как-то строили свою жизнь. Разошлись. Разошлись мы все-таки значительно позже уже, когда уже случился Татлер. Это было причиной? Я думаю, что нет. Думаю, что совпало. Мы к тому моменту уже жили довольно долго вместе. Мне кажется, что 13 лет мы были в официальном браке, 15 мы были знакомы. Я думаю, что мы все-таки очень рано, по нынешним меркам совсем рано познакомились друг с другом. Еще очень плохо понимали и себя, и то, что в жизни хочется, и как можно, и вообще как-то очень мало знали о жизни. Я думаю, что, возможно, если бы мы с ним познакомились позднее, то я думаю, что этот союз мог бы быть успешнее. Но в любом случае мы в прекрасных отношениях. И я очень за многое ему благодарна. В первую очередь за то, что он никогда не мешал мне делать карьеру и всегда поддерживал. Мне просто кажется, что должность главного редактора в Конде Насте, Татлер ли это или даже Vogue, она
добавляет женщине таких скиллов, которые не позволяют ей вообще совместно проживать с кем бы то ни было. Она начинает сразу его строить. Ну, это точно не про меня, потому что я бы хотела быть человеком, который строит, и хотела бы быть человеком более требовательным и умеющим лучше как-то отстаивать свои границы. Это точно не я. Бывает, что мне дома мне трудно сразу переключиться с такого начальственного режима в режим мамы и человека, который варит 6-литровую кастрюлю борща. Вы варите 6-литровую кастрюлю борща? Такое бывает, да. Особенно зимой я люблю это делать. Это для меня такая медитация. Ну, это удобно, потому что борщ, как мы знаем, становится только с каждым днем все наваристее и вкуснее. Вот поэтому в неделю ребенок может есть первое. Я думаю, что я со своим психотерапевтом буду разговаривать про то, влияет ли Татлер на семейную жизнь. Вот, я думаю, что это был какой-то такой закономерный этап, испытания, которое, возможно, мы не прошли с мужем, но я думаю, что хорошо, что мы его тогда не прошли. Вот у него своя жизнь, у него 2 детей. Я тоже живу так, как хочется мне. Но при этом сохраняем крайне конструктивные отношения. Вы сейчас влюблены? Я влюблена. У меня есть молодой человек. Если вы придете на куда-нибудь теннисный корт в Екатерининский парк летом, вы нас не просто увидите, вы нас еще и услышите, потому что мы довольно громко вдвоем тренируем мою дочь. У меня была большая палитра представлений. Я могла услышать вас так, и даже в игре в теннис, а оказывается, вы дочь тренируете. Я там скорее второй тренер и подаю мячи. Вот тренирует мой молодой человек, который сам в прошлом профессиональный теннисист, а сейчас журналист. Вот, поэтому он держится решительно в стороне от светской жизни, он все терпеть не может. Была попытка у меня его однажды интегрировать. Вот, попытка провалилась. Вот с тех пор я его оставила в покое. Вот, и мы с ним очень тихо вместе живем. Вот вдали от камер. Единственная часть вашей жизни, о которой вы с удовольствием всегда и открыто говорите, будучи очень закрытым на самом деле человеком, это... Сегодня я была очень открыта. Я вижу, я очень вам благодарна. Это теннис. Вы кандидат в мастера спорта по теннису. Вы были в одной команде с кем? С Маратом Сафиным. Нет, конечно, я с ним в одной команде не была. Я с ним однажды отдыхала в санатории в Хосте. И я с ним играла в теннис. А Динара, его сестра, ездила там в колясочке. Мы отдыхали вместе с родителями Марата, с Раузой, с То есть вы в санатории с ним играли в теннис, а не там, где вы тренировались? Нет, ни в коем случае. Да, мне даже уже неловко произносить, что я кандидат в мастера спорта. Я когда-то им была. Я действительно неплохо играла в теннис, но это было очень давно. Я играла в теннис все свое детство с 7 лет до 16, до поступления в университет. И в университете я играла за университетскую сборную. Вот, поэтому, конечно, сравнивать меня с Маратом Сафиным было бы слишком смело. Я действительно очень люблю теннис, и сейчас им занимается моя дочь, и занимается профессионально в «Спартаке». Каждый день начинает день с теннисных новостей, им заканчивает. Это ее жизнь. Чему вас научил теннис в плане карьеры? Какие навыки это дает? Я думаю, в первую очередь, дисциплине и умению все-таки играть не 3 розыгрыша, а 3 сета. Вот я на длинной дистанции могу что-то показать, потому что очень часто сегодня я вижу людей, которые не способны фокус держать на чем-то, и которым быстро становится неинтересно. А дух соревнования? Мне всегда хочется победить. Даже если с виду мой темперамент не такой страстный. В силу ли это того, что вы так любите теннис? В силу ли это того, что вы главный русский журналист, который взял интервью у Данилы Медведева? Я очень завидую. Но вы так рьяно вступились за российских теннисистов по части кэнселинга, что, наверное, тут нужно объясниться. Во-первых, это для меня очень личная, очень лично окрашенная история спорта. И потому что моя дочь играет, и потому что я общаюсь с большим количеством теннисистов и с их командами.
И я поняла, что на самом деле так будет еще на второй или на третий день после спецоперации, потому что мы с дочерью получили письмо от теннисной ассоциации ТЕ. Это ассоциация, которая проводит детские турниры международные везде, в том числе на территории России. Вот было написано, что на территории России уже турниров никаких не будет. То есть это коснулось и вашей дочери непосредственно? Да. На территории России турниров этих не будет, а в других странах можно играть под нейтральным флагом. Вот я, конечно, очень уважаю этих людей и знаю, сколько они сил этому отдают, что это их дело их жизни, что они никак не рассчитывали соревноваться в спартакиаде Россия, Белоруссия, Монголия, Казахстан, что это все-таки, в спорте просто это по-другому работает, что у них нет тех лет ждать, пока что-то нормализуется. И в некоторых видах, в теннисе в меньшей степени, в фигурном катании тут каждый год может у тебя выросла грудь, и ты уже не можешь прыгать этот злополучный четверной. И, конечно, я почти плачу, когда наших биатлонистов-юниоров чуть ли не на старте отстраняют от соревнований. И вот этот тренер французской сборной, бывший тоже биатлонист, разрезает французский флаг, и его там как-то пересобирает, и это становится уже российский триколор. Была такая история. И, конечно, в нормальном мире, если меня спросите, должен ли спорт быть вне политики, я, конечно, скажу, конечно, да. Потом я начинаю сама с собой дискутировать, начинаю дискутировать со своими друзьями, которые мне напоминают про то, что спорт – это всегда мягкая сила, и что во все времена, в советские, мы тоже не везде играли. Просто теннис чуть-чуть такая штука особенная, потому что две основные ассоциации, это WTA и ATP, это частные структуры, это как НХЛ. В НХЛ же играет Овечкин, ничего с ним не случается. Он, по-моему, это, даже кстати, удивительная история. Аватарку тоже не поменял. И это я все про себя думаю. Я, конечно, пишу посты, потому что мне хочется, чтобы Даня Медведев играл, и хочется, чтобы Андрей Рублев играл, который написал на камеру и уже максимально высказался. И были другие ребята, которые тоже высказали свою позицию. Может быть, не так рьяно и не так открыто, как это делали некоторые герои вашей передачи, но тем не менее. Но потом я понимаю, что изолированно невозможно сегодня говорить о том, что спорт вне политики. И пока, по крайней мере, идет такая острая фаза, и пока не прекратили стрелять, надо смириться с тем и принять то, что будут запросы с стороны украинских спортсменов, у которых просто семьи имеют право. Да, они имеют право спросить. И многие другие имеют право спросить, как минимум. Поэтому это такой очень тяжелый разговор. Мне вообще очень нравится. Это же история не про то, что должен высказаться, а это история про то, что мы отстраняем спортсменов страны, с которой сейчас все не ок, потому что она ведет войну. И эта ситуация ненормальная, поэтому и наш турнир не будет делать вид, что тут ничего не происходит. Мне кажется, что это так устроено. Там дальше возникают вопросы. Следующий вопрос, а почему не отстраняли американских спортсменов? Это Новак Джокович спросит, в тот год, когда безобразие было, да. Когда бомбили Белград. И я, конечно, вам скажу, и вы меня поддержите, что невозможно одну агрессию оправдывать другой. Да. И вообще мне очень не нравятся эти истории про то, что русских спортсменов отстранили, вообще кого-то отстранили. Тот хаос, который творится, и то безумие культуры кэнселинга, которое, конечно, если дальше мы пойдем еще в российской культуре и прочее, это, естественно, это ужас. И это хаос. И это вся взвесь, которая где-то там спокойно на дне существовала, все это сейчас поднялось. Я надеюсь, что когда-то, когда ситуация станет менее острой, мы подумаем и какие-то выводы из этого сделаем. И в отношении кэнселинга тоже. Но сейчас мне, конечно, неприятно, когда этот аргумент русских спортсменов отстранили, используют как оправдание собственных деяний. Важнейший вопрос. Медведев или Надаль? Нет, Даня должен теперь. Он так... Не должен. Медведев или Надаль? Выбирайте. Выбирайте. Нет, конечно, сейчас. Я сейчас вообще про сердце ваше говорю. Кто в сердце? Всегда Медведев. Все, это нормально. Всегда.
Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? У меня есть такое ощущение, что, пожертвовав многими свободами, мы в итоге пришли в точку величайшей нестабильности. Зная так много о русских женщинах, как вы считаете, могла ли бы быть в России женщина-президентом? Мне кажется, она могла, должна и обязательно будет когда-то. Что бы это изменило? Мне бы очень хотелось, чтобы помимо вот такой одной ярко выраженной национальной идеи, которая нас всех схватила действительно в нулевых годах, идея потребления на разных уровнях, от вот тех самых ванн с шампанским в клубе Дягилев до просто возможности поехать откуда-то из Нижнего Тагила в нормальный отель в Турции. Она всех объединила, и все мы стали действительно жить чуть лучше. И после этого никакой иной национальной идеи ни предложено не было, ни придумано. И мне кажется, что идея очень простая. И идея просто построить государство, которое ориентировано на человека. Вот она уютная, человечная, заботящаяся о том, чтобы у каждого парня в Бурятии была нормальная школа, спортплощадка, чтобы ему было куда ездить, пусть не с теннисной ракеткой, пусть с баскетбольным мячом, чтобы у него была возможность поступить в институт, чтобы к нему приезжали, я не знаю, с лекциями просветители, чтобы был построен музей современного искусства. В общем, вот та вся урбанистика, в которую мы поверили и которую мы, правда, видели, вот эта вся Москва похорошела, мне бы очень хотелось, чтобы это распространилось и на всю Россию, на ее отдаленные страдающие уголки. Вот поэтому мне кажется, что вот человеколюбие, забота, такое не поигрывание имперскими мускулами, а все-таки забота о человеке – это то, что женщине точно под силу. Чего вы сейчас больше всего боитесь? Наверное, этого я даже не хочу произносить, чего я боюсь. Наверное, того, чего боимся мы все. И очень надеюсь, что все-таки этого не случится. Решение о том, что вы остаетесь в России, это было изначальное ваше решение? Или по мере развития событий вы понимали, что ехать вы не хотите? Я? Да. Вы так уточняете, как будто бы никто не уехал. Вы знаете, что я не думала уезжать, и я очень надеюсь, что я здесь останусь. Я понимаю, что очень многие люди как-то в порыве ужаса, страха уехали, но у меня все-таки здесь много обязательств, есть команда, есть дети. Это моя страна, мне бы очень не хотелось ее сдавать. А что должно случиться, что заставит вас уехать? Я думаю, какая-то физическая угроза. Вот я говорю на русском языке, это мой любимый язык, это мой рабочий инструмент. Я никогда не думала, что буду строить карьеру где-то в других странах. Есть в «Глянце» один успешный пример человека, которому это удалось. Это Карина Добротворская, которая действительно построила фантастическую карьеру. Сначала в Париже, потом в Лондоне, но это было исключение, подтверждающее правило. Вот, поэтому я здесь. И очень много людей, которые для меня важны, они тоже здесь. Как мы с вами увидимся через год? Я знаю, мы будем с вами в теннис играть. Мы уже с вами не сыграли в теннис в том самом нашем мирном интервью 2 марта. Все, я отработаю подачу тогда. Договорились.